И всех приветствую, дорогие друзья, на канале PakeMaker. С вами, как всегда, я, Михаил. И у нас стартует следующая новостная неделя по таким играм, как Eurotrack Simulator 2 и American Truck Simulator. Красота Канзаса выходит за рамки бескрайних равнин и очаровательных городов, поскольку в его пределах находится множество водных чудес, ожидающих своего открытия. Итак, пристегните ремни безопасности и присоединяйтесь к нам сегодня в путешествии, чтобы увидеть, какие водные объекты вас ожидают в предстоящем расширении карт для American Truck Simulator. В самом сердце этого штата, не имеющего выхода к морю, вы найдете сеть рек, которые удобно протекают по региону. Могучая река Миссисури величественно протекает через северо-восточную часть штата, в то время как река Канзас, также известна как река Кау, извивается от Канзас-Сити до Топики, предлагая естественное спокойствие среди городов и всех хозяйственных угодий. Далее на запад, недалеко от Хатчинсона и Вичиты, река Арканзас придает этим городским ландшафтам характер, смешивая мир природы с городской средой. Одним из основных мест, безусловно, является озеро Эльдорадо, расположенное недалеко от Вичито. Хотя озеро Эльдорадо, возможно, и такое обширное, как некоторые озера в других штатах, они занимают значительную площадь в 8 тысяч акров, а сама глубина точки достигает 60 футов. Это водохранилище играет жизненно важную роль в управлении водными ресурсами и борьба с наводнениями в регионе, способствует экономическому и экологическому благополучию района. В дополнение к этим заметным водоемам, Канзас DLC включает в себя несколько небольших плотин, разбросанных по всему штату. Эти плотины, наряду с другими водохранилищами, хотя и не являются массовыми, играют важную роль в поддержке сельскохозяйственной деятельности и представлении возможностей для отдыха. Они представляют собой незаметную, но важную роль, которую водные объекты играют в ландшафтном штате. Мы надеемся, что сегодняшние записи в блоге были достаточно, чтобы вы смогли протестировать возможности дополнения Канзас, как только она станет доступна. Если да, обязательно добавьте расширению карты в свой список пожеланий Steam, чтобы показать нам свой восторг. И если вы хотите оставаться в курсе всех последних новостей, следите за нами в социальных сетях. Twitter, Instagram, Facebook, TikTok для получения много новинных оповещений. Ссылочка на данное DLC в описании данного видеоролика. Наша команда на Западных Балканах готовится к выпуску долгожданного расширения карты. Чтобы подготовить почту для этого, мы выпустим обновление для технического обслуживания 1.48.5. Мы не увеличили версию игры полностью на целое число, поскольку в основном речь идет об очистке некоторых данных. Поскольку на горизонте DLC в West Балканы мы усердно работаем за кулисами, исправляя ошибки и совершенствуя, следим за тем, чтобы всем было на месте для бесперепетственного выпуска. Это включает в себя неустанное повторение нескольких баз данных с топологией Word, Economish и Roots Ascension, а иногда и внесение соответствующих изменений в код и очистку. В дополнение к изменениям в данных, внесенных под капотом, в этом обновлении у вас все еще есть некоторые заметные моменты, включенные нового содержимого карты. Игроки могут с нетерпением ждать знакомства с недавно добавленным городом Триест, а также обновлением города Анкона и Бари. Эти изменения были ранее описаны в нашем блоге, поэтому мы для получения более подробной информации знакомьтесь с посвященными или статьями здесь Анкора плюс Бари и здесь Триест. Ссылочка на эти, получается, новостные блоги будут в описании данного видеоролика. Нам нужно убедиться, что вся тяжелая работа и самоотверженность, вложенная в новые данные, готовы к публикации, чтобы подготовить почту для выпуска расширения карты. Как вы можете сказать, техническое обновление ETS2 1.48.5 является важным шагом в подготовке к выпуску West Balkans, поскольку оно и содержит не только исправление ошибок, но и захватывающий новый контент карты, который позволит лучше подключиться к новой части игровой вселенной. Приглашаем наших опытных игроков снова помочь нам в бета-тестировании изменений создателям модов, а также было бы полезно сверить свои моды с изменениями, чтобы убедиться, что существует как можно меньше проблем с совместимостью. Участвуйте в открытом бета-тестировании, исследуйте новые города и оставляйте отзывы в специальном разделе нашего форума. Чтобы помочь команде разработчиков усовершенствовать работу вместе, мы можем гарантировать, что предстоящий выпуск DLC West Balkans станет незабываемым и приятным путешествием для всех
поклонников ETS 2. Если хотите принять участие в открытом бета-тестировании, вы можете найти эту версию в ветке Publish Beta в Steam. Способ доступа к нему следующий: клиент Steam, библиотека, щелкните правой кнопкой мыши на Euro Truck Simulator 2, свойства, вкладка бета-версия, Publish Beta 1.48.5. Пароль не требуется. И иногда вам приходится перезапустить клиент Steam, чтобы увидеть там правильное название ветки. Приглашаю вас посетить Boosty. Вы увидите закадровые смешные нелепые моменты и узнать о планах канала. Новыми дорогами и странами приходят и новые грузы для перевозки. Наша команда создала эти новые грузы в связи с некоторыми новыми отраслями промышленности, которые вы найдете в нашем предстоящем дополнении к Западным Балканам. Однако они не будут ограничены только областью DLC, поскольку все игроки Euro Truck Simulator 2 также смогут воспользоваться этими новыми возможностями. Регион Западных Балкан является домом для многих автопроизводителей, откуда водители могут доставлять новые автомобили по всей Европе. К ним относятся легковые автомобили и фургоны, которые перевозят на различных специальных прицепах, предназначенных для безопасной перевозки нескольких транспортных средств. Возможно, вы обнаружите, что часть шасси фургона, которое вы перевозите, будет доставлена на завод, где собираются фургоны, что является одним из новых производств, которые вы можете найти на Западных Балканах. Отсюда вы сможете перевозить готовые автоприцепы с заводской линии по всей Европе. Алюминиевый сектор также играет важную роль в местной экономике. Благодаря производству слитков и профилей водители смогут перевозить и эти уникальные грузы от места их производства до других отраслей промышленности по всей Европе. Мы рады представить эти новые грузовики для перевозки в Euro Truck Simulator 2 и что они привносят новые контракты в наш список вакансий на рынке труда. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться новыми новостями в дополнении Best of Balkans в ближайшем будущем, поэтому обязательно следите за новостями в блоге и наших социальных сетях. До следующего раза продолжайте перевозить. Ссылочка на данное DLC в описании данного видеоролика. После нашего первого эксперимента с изображением гиганта американских логистических индустрий на наших игровых динамических рекламных счетах, а теперь мы открываем эту возможность еще и одной крупной логистической компании Sweetly Transportation. Sweetly Transportation, известная и недавно зарекомендовавшая себя транспортная компания с богатой историей, восходящей к ее основанию в 1966 году, располагая обширным парком грузовых автомобилей и преданным своему делу сотрудниками. Компания специализируется на представлении широкого спектра транспортных решений наряду с твердой и приверженностью безопасности, эффективности и удовлетворенности клиентов. Благодаря этому новому сотрудничеству мы надеемся продолжать вдохновлять наших игроков АТС, которые разделяют глубокий интерес к реальным грузовикам. Для тех, кого всегда заинтриговала идея карьеры водителя грузовика, это может стать той искрой, которая положительно начала путешествовать на всю жизнь. Мы считаем, что даже самые незначительные жесты могут оказаться глубокое влияние, демонстрируя отраслевой контент в игре. Мы стремимся создать значимые связи между виртуальными мирами и реальными возможностями, поскольку бесчисленное множество игроков приходит мимо наших внутриигровых рекламных щитов. Кто знает, кто-то может увидеть рекламный щит по набору персонала от Sweetly Transportation и воспринять это как знак для изучения карьеры в сфере грузоперевозок. Мы счастливы и полночны тем, что Sweetly Transportation еще одна крупная логистическая компания, видящая огромный потенциал в нашем Best of Overs и помогающая нам экспериментировать с этой инновационной концепцией. Мы надеемся и верим, что вместе у нас есть шанс осветить путь к новым карьерам и устремлениям для наших игроков АТС, которые являются не только виртуальные автомобильные-бочки, но и настоящие фанаты грузовиков. Игры в нашем сообществе реально. У тебя не хватает денег, чтобы купить желаемую игру? Мы поможем. Присоединяйся к нашему сообществу, чтобы не пропускать раздачи грандиозных игр нашего века. Ссылочка в описании. Мы возвращаемся в Европу. В последнем эпизоде нашей серии Assassin's Road ранее в этом году нам выпала честь совершить поездку в Седрельне, Швеция, где мы смогли посетить всемирно известный музей Скани. Это один из эпизодов, которых вы не захотите пропустить, начиная с первых заездов на рельсы и заканчивая выходом на дороги. Присоединяйтесь к нам на экскурсию с гидом Раулем Фернандесом, который так много рассказал нам об истории настоящего и будущем Скани. Ссылочка на данный видеоролик проверху углу экрана. Мы хотим выразить огромную благодарность ему и команде Скани, которые сделали возможным наш визит, и за то, что мы смогли поделиться
поделиться им с вами. Мы надеемся, что вам понравятся обширные знания, которые он делится с вами на протяжении всего видео, и вы узнаете кое-что с Кани и ее истории. Итак, чего же вы ждете? Обязательно подарите часы и сообщите нам в комментариях о том, что показалось вам интересным. Например, знаете ли вы происхождение логотипа Скани? Если вы еще этого не сделали, обязательно посмотрите некоторые из наших предыдущих эпизодов, которые вы сможете найти на нашем официальном канале YouTube. Увидимся в дороге в следующем эпизоде. Что, дорогие друзья, вот такая новостная неделя получилась. С вами был, как всегда, я, Михаил с канала Пайкмейкер. Не забывайте выполнять действия, которые сейчас видите себя на экране, а именно лайк, колокольчик и подписка на канал. Всем пока, пока.